Добрый день в это тревожное время. Меня зовут Дмитрий Синашенко. Сегодня я хочу вам рассказать про очень интересное решение, а именно реализацию iCloud Voicemail для платформы Communication Manager и Experience Portal. Что такое iCloud Voicemail? Какое-то время назад Apple анонсировал закрытое бета-тестирование нового сервиса iCloud Voicemail, который он собирает, собственно говоря, э, реализовать во всем мире. Что это такое? Ну, голосовая почта, она, ну, у нас это не стало фактически стандартом, а на Западе это стандарт де-факто. Но voicemail себя дискредитировал, потому что, в общем, не очень удобно в современное время читать эти голосовые сообщения. Ну, в общем, голосовые сообщения оставляются, но при этом их никто не читает, поэтому это, в общем, неудобно. Идея Apple в том, ну, эта идея на самом деле была на поверхности, и она там другим людям приходила. Идея в том, что взять современные технологии, появились у нас распознавание по свободным грамматикам, где у нас ASR-сервисы могут теперь распознать чистый голый текст. Поэтому идея в том, чтобы скрестить voicemail с системами голосового распознавания. Собственно говоря, Siri это является такой ассистент, и все это, в общем, все технологии уже были, поэтому создание такого сервиса это лишь как бы логическое продолжение. Ну, собственно говоря, это только для Apple, да, а наша идея в том, чтобы реализовать такое решение для нашей корпоративной платформы на базе Communication Manager Experience Portal. Собственно говоря, в чем идея? Приходит звонок на голосовая почта рекогносцирует, что, дескать, никого нету, и после этого предлагает оставить сообщение. Это оставленное сообщение после этого прогоняется через ASR распознаватель на базе свободных грамматик, формируется текст, и текст может быть выслан на e-mail или SMS. Ну, Apple формирует для мобильных телефонов, поэтому SMS, а в рамках корпоративной системы e-mail это проще. Ну, на самом деле, что посылать на e-mail, что на SMS, значения большого не имеет. Это принцип абсолютно одинаковый. Поэтому наша сегодняшняя тема, это, собственно говоря, voicemail to e-mail. Ну, давайте сделаем на e-mail, для SMS, как я уже сказал, то же самое. И, собственно говоря, реализуем вот такой продвинутый новый сервис от Apple на базе корпоративной телефонии. Это, собственно говоря, тема нашего сегодняшнего туториала. Ну что же, давайте приступать. Об использовании свободных грамматик я вам рассказывал в своем предыдущем туториале относительно диктовки SMS. Ну, собственно говоря, идея в том, что оставить voicemail, его можно перевести на новый качественно новый уровень, а именно мы звоним на номер, он не отвечает, мы оставляем ему голосовое сообщение, и мы после этого система получает этот голосовое сообщение, смотрит в базу данных на его, какой его e-mail соответствует этому номеру, и, соответственно, отправляет сообщение на распознаватель свободных грамматик, получает текст и отсылает в e-mail, соответственно, текст распознанный, оттачит туда оригинальное голосовое сообщение для того, чтобы, ну, мало ли, так сказать, какие-то, может быть, человек был невнятен в своей речи, может быть, распознавание произошло не совсем чисто, чтобы получатель мог заглянуть в голосовое сообщение, если ему что-то непонятно. Но зато теперь, вот оставляя такое голосовое сообщение, человек может просто на своем мобильном телефоне, если у него подключена почта, увидеть это сообщение, как только оно оставлено, и увидеть его текст. И если это важное сообщение, то там позвонить, написать, там, я не знаю. Неважно, просто голосовая почта, она потеряла свой сокровенный смысл, потому что просто народ не отвечал. Не отвечал, потому что неудобно. А в этом случае может привести совершенно кардинально новый интересный вид. Как наша схема будет выглядеть? Значит, вот есть у нас Communication Manager. Ну, по большому счету, не очень важно, что это Communication Manager. Это может быть любая телефонная станция. Ну, например, у нас будет голосовой вызов откуда-то с города, в какой-нибудь мобильной трубке, на внутренний номер абонента. Communication Manager подключен, как обычно, с нашим любимым продуктом под названием Experience Portal. И подключен он по SIP, потому что это не требует никаких лицензий в Communication Manager. Соответственно, в Experience Portal у нас будет, как обычно, у нас будет, соответственно, EPM управляющий модуль, у нас будет MPP, это то, что обрабатывает вызов, у нас будет сервер приложений. Все это будет на одной машине, потому что, в общем, количество каналов не очень большое. Особенность этого решения в том, что на самом деле для Experience портала много таких портов не нужно. Как много людей оставляют голосовые сообщения? Немного.
Application сервер, значит, тут же у нас будет база данных Postgres, в которой будет храниться у нас e-mail адреса, да, e-mail. И тут же у нас будет e-mail коннектор, который будет подключаться к какой-то e-mail системе. Все, значит, у нас идет вызов на телефон. Если телефон недоступен, то в этом случае вызов перенаправляется на Experience портал. Experience портал получает этот вызов, спрашивает, запускает приложение. Приложение спрашивает базу данных, какой e-mail соответствует. Ну, тут, естественно, у нас еще должен быть коннектор к свободным грамматикам. Можно использовать Google свободные грамматики, можно использовать Яндекс. В принципе, это не сильно принципиально. Вот. И, соответственно, сервер приложений может запросить, соответственно, облачный ISR сервис. Соответственно, запросить, получить оттуда текст. И этот текст, соответственно, отправить на e-mail, который мы спросили у базы данных. Такое вот решение. Что нам для этого нужно? В целом все продукты Experience портала, да, все может быть установлено на одной машине. Experience портал, в нем есть trial режим, то есть у него 10 лицензий, есть ISR, есть ETS, точнее нам в данной конструкции не понадобится ISR, мы будем использовать облачный HTTP коннектор. Вот, но нам понадобится e-mail. Да, в случае e-mail, соответственно, у нас в trial режиме, в релизе 7.0.1 не меньше Experience портала, у него есть e-mail коннектор, и у него есть в trial режиме 10 портов, 10 голосовых портов. То есть на самом деле нам для демо-стенда и для какого-то try режима нам вообще не нужно ничего, кроме приложения. Соответственно, в Communication Manager нам нужен SIP-Trunk, один причем, он стоит 1 цент. Обычно он есть как бы по умолчанию. В Experience портале у него есть trial режим с достаточным количеством портов и коннекторов. Это все можно сделать на виртуальной машине. Значит, нам потребуется от виртуальной машины следующие ресурсы. Для одного порта мы смело можем, на самом деле, идти по минимальным рекомендациям. Это у нас будет Dual CPU, то есть на самом деле всего 2 коря, 1 CPU, 2 коря минимальные требования, 4 гигабайта оперативки и 60 гигабайт HDD. Это минимальные требования, сами понимаете, это просто ни о чем. Любой самый маленький компьютер, лаптоп уже имеет. Единственное, что Experience портал работает на 64 битах, поэтому нужно, чтобы хардвер поддерживал 64 бита. Значит, на Experience портале у нас это будет все работать под неким клоном Red Hat. Это аваевский Linux, он тоже бесплатен. И вот я уже сказал, для демо-стенда, который будет работать 1 месяц, нам не нужно вообще ничего. Не нужно платить ни за что. Ну, кроме, нужно разрабатывать приложение. Ну, вот такое решение. Давайте приступать. Анализ статистики по просмотру моих предыдущих туториалов показал, что сам процесс разработки, в общем, никто особенно не смотрит. Поэтому я не буду в этом туториале подробно показывать, как я разрабатываю приложение. Я покажу только результат. Собственно говоря, вот наш Registration Designer. Вот в нем приложение. Оно, как видите, совсем невелико. Значит, у нас тут есть рекорд нод. В этом рекорде мы говорим фразу «Здравствуйте, голосовая почта». Вас приветствует голосовая почта, это абонент отсутствует, составьте сообщение после сигнала. Соответственно, мы записываем этот файл, отправляем его, назначаем в определенные периметры, прогоняем через Яндекс HTTP коннектор, и вот в этом блоке у нас получается уже есть результат. Да, соответственно, собственно говоря, вот в этом блоке у нас переменная result value содержит те наши распознанные тексты. Мы запускаем e-mail, процесс отсылки e-mail, где говорим: здравствуйте, вам пришел звонок с номера такого-то, ну, соответственно, номера было оставлено голосовое сообщение определенной длительностью, и, соответственно, текст сообщения следующий: распознанный результат текста. Ну, говоря, все приложение
Поэтому, значит, показывать, как настраивается Communication Manager, я тоже не буду. Там все элементарно. Давайте приступим к тестированию. Ну что же, пришло время тестирования. Вот у меня тут есть телефон, куда будут приходить звонки. Нам, по сути своей, не нужен для демонстрации, мы только услышим его звонок. Значит, у меня есть на мобильном телефоне есть клиент, который может позвонить на тот телефон. Давайте, приступать. Значит, вот я набираю номер моего соседнего номера, с которого стоит переадресация на наш свеженаписанный сервис. Значит, я набираю. Вот он звонит. Тут я включу динамик, чтобы было слышно всем. Вас приветствует голосовая почта. Этот абонент отсутствует. Оставьте сообщение после сигнала. Мы оставляем сообщение нашему свеженаписанному сервису для проверки его работы. Ждем. Вот приехало наше сообщение. Давайте его откроем. Здравствуйте, вам пришел звонок с номера. Было оставлено голосовое сообщение длительностью 600 секунд. Мы оставляем сообщение нашему свеженаписанному сервису для проверки его работы. Ну, видите, все прекрасно. Собственно говоря, одна ошибка я вижу свеженаписанному. По качеству распознавания смотрите мой другой туториал по сравнению ASR движков по свободным грамматикам Яндекса и Гугла. В общем, в целом, я считаю, прекрасный сервис, крайне его вам рекомендую. Ну, в целом, все, спасибо за внимание, до свидания. Значит, мой e-mail указан ниже, если у вас есть вопросы, обращайтесь. До свидания, спасибо за внимание.